Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить торт Наполеон. Этот торт не теряет своей популярности уже очень долгое время, и я знаю как минимум два абсолютно разных рецепта его приготовления. Сегодня я хочу поделиться с вами своим самым любимым рецептом торта Наполеон. И для него нам понадобятся следующие ингредиенты. 200 граммов маргарина, 600 граммов муки, полстакана воды, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка соды. А для крема нам понадобится 1 банка обычного белого сгущенного молока и 2 банки вареного. И для начала нужно замесить тесто. Но для этого рецепта может понадобиться разное количество муки. Дело в том, что если вы хотите, чтобы коржи были более жесткими и хрустящими, добавляйте чуть больше муки. Если хотите, чтобы коржи были более мягкими, нежными, рассыпчатыми и таяли во рту, муки нужно чуть поменьше. Ну а для начала маргарин порубим с мукой, и для того, чтобы это легче сделать, маргарин нужно порезать на мелкие кусочки. Для этого торта я предпочитаю брать маргарин Пышка. И это не реклама. Просто в течение многих лет я уже выяснила, что именно с этим маргарином тесто становится мягким и рассыпчатым. Порубить муку с маргарином можно ножом или просто размять вилкой. Главное, не делайте это руками, иначе маргарин растает от тепла рук и не получится нужного нам эффекта. Должна получиться вот такая рассыпчатая масса, как крошка. В воде смешиваем соль и соду до полного растворения. Вводим ее в муку и замешиваем плотное тесто. Вымешивать его нужно хорошо до однородности. Дальше это будет удобнее делать на столе. Если тесто рассыпается, можно добавить 1-2 столовые ложки воды. Тесто должно получиться вот таким плотным и упругим, но при этом продавливаться при нажатии. Теперь мы сформируем из него шарики, и сколько получится шариков, столько у нас будет коржей. Чем мельче сделать шарики, тем больше коржей у нас получится. Но при этом торт будет меньше по диаметру. Я хочу сделать торт небольшого диаметра, но при этом высокий, поэтому у меня получилось 19 шариков. Теперь их нужно накрыть пищевой пленкой и убрать в холод. Можно убрать в холодильник минут на 30-40, а можно в морозильную камеру минут на 20. И пока тесто охлаждается, приготовим крем. И это, пожалуй, самый простой крем из всех, что я знаю. Для него нужно всего лишь смешать белое сгущенное молоко с вареным. Многие в этот крем добавляют сливочное масло, но для этого торта я считаю это совершенно ненужным. Чтобы крем стал более однородным, слегка забьем его венчиком. Не прошло и пары минут, как крем готов. Прошло нужное количество времени, тесто у нас охладилось, и теперь будем раскатывать коржи. Поверхность обильно присыпем мукой. Перед тем, как раскатывать, тесто можно слегка размять руками. Пока мы раскатываем первые коржи, остальное тесто лучше хранить в холоде. И каждый корж нужно очень тонко раскатать. Толщина должна быть примерно 1 мм. Тесто должно получиться тонким, прозрачным, почти как бумага. С помощью тарелки или крышки вырезаем круг. Теперь протыкаем вилкой полностью всю поверхность коржа. Это не позволит ему вздуться, и он останется плоским. Поверхность противня слегка посыпаем мукой и кладем на него корж. Обрезки от коржа кладем рядом, они нам пригодятся для крошки. Каждый корж выпекаем в духовке при температуре 220-230 градусов. Но выпекаются они очень быстро, буквально за 1 минутку, поэтому внимательно за ними следим. Они должны стать нежного румяного цвета. Собрать этот торт можно 2 способами. Либо сразу теплые коржи смазываем кремом, пока пекутся другие, либо сначала полностью испечь все коржи и лишь затем промазать их кремом. Дно блюда для торта смазываем слегка кремом. Так торт будет хорошо держаться и не будет скользить. Теперь выкладываем коржи и каждый промазываем кремом. Выкладывая каждый корж, можно слегка прижимать его к торту. Когда мы выложили последний верхний корж нашего торта, теперь с помощью доски или плоского блюда нужно торт слегка прижать. И только после этого промазываем торт полностью кремом сверху и с боков.
Единственное, что нам осталось, это украсить торт крошкой. Сделать ее очень легко. Из этих готовых обрезков тесто настолько тонкое и хрустящее, что очень легко ломается в руках. Поэтому просто вот так руками сжимаем и доводим ее до состояния мелкой крошки. Измельчаем так, чтобы в крошке оставались кусочки среднего размера. На этом очень нежный, вкусный, ароматный и тающий во рту Наполеон готов. Теперь его нужно оставить желательно на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Хранить в холодильнике его не обязательно, но обязательно накрыть плотной крышкой, чтобы он не засыхал. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, так вы не пропустите мои новые рецепты. Пишите мне комментарии и заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!